London is the capital of Great Britain. Это та фраза, которую все школьники, наверное, моего возраста и старше, в России знают. Неважно, знают и помнят. Она как-то вписалась в мозг каждого из нас. И только спустя много лет я узнал, что, оказывается, эта фраза не совсем верная. Сегодня, друзья, в этом влоге для тех, кто изучает русский, мы с вами посмотрим на основные достопримечательности Лондона моими глазами и узнаем, почему эта фраза не совсем корректна. Я только что вышел из своего отеля и хочу вам рассказать, как, пока мы идем к Букингемскому дворцу, хочу вам рассказать, как вчера я превратился в Гарри Поттера. Да, вчера я реально был Гарри Поттером. Почему? Начну сначала. Вчера был очень насыщенный день. Был насыщенный день, был тяжелый день, потому что полдня я провел в дороге из Испании в Соединенное Королевство. И потом я очень много гулял по городу, было много эмоций, а вечером еще я слушал музыку в прекрасном старом блюзовом баре. Кстати, это было вот так. А потом я пошел в свой хостел. Как вы знаете, наверное, жилье в Лондоне стоит очень-очень дорого. Поэтому я решил сэкономить и не стал брать себе отдельный номер, а взял просто койко-место в хостеле. Там была маленькая комнатка, маленький номер и 4 кровати. У меня была верхняя кровать, одна из верхних. Я пришел в где-то 10 часов, даже раньше, в 9:30 я пришел туда, сделал все, что нужно, там почистил зубы и пошел спать. И вот где-то через полчаса я уже почти заснул, пришел, а никого не было, я был один. Пришел первый сосед и начал там шуршать пакетами, да, начал что-то делать там, что-то собирать, разбирать, издавать кучу звуков. Я думаю, ладно, окей, сейчас я усну, ничего страшного. И через полчаса я заснул. И где-то в 11 с чем-то пришел второй чувак. И он тоже начал шуршать пакетом, издавать какие-то звуки, кряхтеть, да, кашлять, еще что-то делать. Я был просто вне себя от ярости. И после этого я знал, что придет еще один чувак. И я уже просто не мог уснуть. Я лежал полчаса, лежал час, 1,5 часа, почти 2 часа я пролежал на своей верхней кровати и понял, что все, я так больше не могу. Я ненавижу все, я ненавижу всех людей этого мира. И я просто собрал вещи, забронировал какой-то отель, благо была скидка, и вышел из отеля. И дальше я реально почувствовал себя Гарри Поттером, потому что ты ночью в Лондоне. Я пошел на автобусную остановку, подъехал автобус двухэтажный, прям как в Гарри Поттере. Я сел наверх и через все достопримечательности, прямо как в фильме Гарри Поттера, вот с такими крутыми поворотами, я доехал до своего отеля.
Haymarket, Charles II Street. Ну и я еще переживал, все ли хорошо будет с отелем, но все в итоге было хорошо. В общем, да, я реально почувствовал себя в фильме «Гарри Поттер». И поэтому я вот думаю, надо, наверное, сегодня посетить платформу 9,3. Почему бы и нет? В прошлом видео, где я рассказывал про мои первые впечатления от вообще Великобритании, от Лондона, что меня удивило, что было странно. Я об этом всем говорил в первом видео. И там же я говорил, что эти 2 дня, которые я здесь, в Лондоне, 2,5 дня, это такое просто, как сказать, у меня не стоит задача посмотреть все или посмотреть как можно больше. У меня скорее другая задача. Так, а где у нас Букингемский дворец-то? Ладно. У меня задача пройтись по местам, с которыми у меня есть какие-то ассоциации. Ну, хорошо, пройтись по некоторым из тех мест, с которыми у меня есть ассоциации. Поэтому я был в гайд-парке, поэтому я слушал музыку вчера в баре, но это было все в другом видео. Сегодня у меня Лондон как учебник по английскому языку, потому что, вот Букингемский дворец, Вестминстер Эбби и прочие достопримечательности, они известны просто из учебника английского языка. Я даже уже плохо помню, что там конкретно вообще было, когда там эти все здания были построены, кто их построил, чего, куда. Просто это вот то, что ты видел вот на каждом учебнике английского языка, и то, что тебе просто внедрилось в голову, и то, что ты никогда не думал, что сможешь посмотреть. Вот, поэтому просто гуляю, иду туда, куда хочется, но имею в голове план посмотреть какие-то основные вещи. И сегодня это как раз основные достопримечательности. Может быть, очень банально, может быть, вполне, но это то, что я решил для себя. Это то, как я решил потратить мои 2 дня в Лондоне. Ну что ж, а вот и он, Букингемский дворец. И огромное количество людей. Огромное. Просто везде люди стоят. Здесь. Везде все люди через решетку смотрят на караульных, которые стоят там вот так вот много часов, да? Не знаю, сколько точно. Я знаю, что иногда можно попасть на смену караула, то есть увидеть, когда одни караульные сменяют других. И иногда еще здесь парады проходят. Но сегодня вторник, и, честно говоря, для вторника, как-то много людей, по-моему, прям очень много людей. Очевидно, что это место очень популярное. Это вообще резиденция монарха, короля или королевы, лондонская резиденция. Потому что, как мы знаем, в Лондоне, вообще в Великобритании монархия, парламентская монархия. Интересно, что и Россия 100 лет назад могла тоже пойти по этому пути и стать парламентской или конституционной монархией. То есть, когда монарх, король, в случае России царь есть, но... Привет! Когда он есть, но он лишь формальный лидер страны. Давайте пообщаемся с этим чуваком. Come on, big up. You get me? Where you from, boy? French? I'm from Russia. Russia, better Russia, man. This is the city, man. It's the town, you? man. I'm from London. I'm from Slough. F boogie bugs, you get me? Whoosh. You get me? The pagans, they're gone. Yeah, active. Biggest trapper. You get me? Live. Whoosh.
Bye. Ciao, man. YouTube. Huh? YouTube or which one? YouTube. YouTuber, yeah. What's the name? Russian with Max. So Max, brother. For me, Yeah. I'm very famous. This is my act. I do this acting. Okay. Let me show you what my thing is at. Давайте посмотрим, что чувак I'll show you my, предлагает. this is me acting, that's it. You know what I mean? But I'm actually a nice guy. This You're is kind of London an City. actor, right? Yeah, I'm an actor. This is me, literally. That's me. Okay. 7,000 followers. That's great. Where you going? I just feel Exploring. everything I want, and Yeah. I do it in Russian, in your like That's not too bad. comprehensible Russian, That's really good, so you know? people can Yeah. enjoy. Nah, 100%. They'll definitely enjoy it. 100%. They'll definitely, like, guys, subscribe to the guy. Like, comment, share, and subscribe. Wait. People liking it, but I have to try to get a thumbnail proper correctly on the YouTube and all that stuff. Okay. Whoa, let's see. Yeah. London City. People just climb and drive out here. That's London. That's just London, man. But get to Russia, Alright, man. Nice yeah, I'm never going to my bad. I'm never going to you. Russian with Max. Russian. Oh, sorry. I'm dyslexic, you know, my bad. That's fine. Russian with Max, yeah? Yeah, exactly. Oh, with Max on here. Oh, wow, you got 100. yeah, here Okay. it is. Is that actually you? Yeah. No, wait, 100 That's me. Hey, that's amazing. Okay. Okay, Yeah, don't you definitely mind if I subscribe to you. continue, right? Yeah, that's okay, bro. Okay, Have I a gotta good day, go sir, on. yeah? Yeah, you Take too, care. man. Thank you very much. Yeah. Have a good one. Чао. Лондон, что сказать? В общем, да, что я там говорил про монархию, там, про конституцию. Короче, могла Россия тоже стать конституционной парламентской монархией, но не стала. Царь там бездействовал, не решал нужные проблемы. В общем, потом одна война, другая война, и, в общем, все. Потом пришел Ленин. Очень кратко. В общем, да, вот такое место. Интересно, но хочется двинуться дальше. Честно говоря, я не очень люблю, знаете, такие суперпопулярные достопримечательности, где толпы людей. Но мне кажется, это не так интересно. Ну, то есть, в смысле, это интересно, то есть это вот надо увидеть просто. Но как бы увидел и хорошо. В следующий раз, когда я приеду в Лондон, у меня будет больше времени, я смогу почитать, побольше что-то узнать. Сегодня у меня нет такой цели. Сегодня цель — это, простите за англицизм, зачекиниться в разных местах, посмотреть, почувствовать атмосферу, пока я иду от одной достопримечательности к другой. И все. И, в общем-то, так. Идем дальше. Друзья, что я вижу отсюда? Отсюда я вижу Big Ben, друзья. Ну, вообще-то он Big, но в России он всего лишь Big. Big Ben. Такой вот он. Красивый, высокий. Вам будут нужны фермеры, когда начнется война. Очнитесь. Тут баннер про отмену, что нужно отменить какой-то семейный фермерский налог. В общем, как-то так выглядит центр Лондона. Вот оно, Вестминское аббатство. Вот он, Биг Бен. Там дворец. И, в общем-то, центр Лондона. Но сегодня, конечно, вы слышите, наверное, да? Сегодня непростой день, необычный день. Ну, я не знаю, может быть, для Лондона, для жителей Лондона это обычный день, может быть, здесь каждый день так, но я думаю, нет. Как я понимаю, проходит сегодня какая-то акция протеста против какого-то налога на наследство для фермеров и так далее. В общем, что-то такое. Я не в теме, абсолютно не в теме, поэтому не могу не сказать ничего подробней. Но как это выглядит? Вот такие вот тракторы циркулируют вот здесь по площади, ну, как бы вот так вот по кругу ездят.
И какие-то у них висят плакаты или просто надписи. Собственно, так и проходит этот протест. Все бибикают, очень шумно, очень много машин. Машины едут медленно, машины тоже бибикают. В общем, вот так происходит борьба за свои убеждения, получается так. Если вы в теме, друзья, напишите в комментариях подробнее, что это вообще, что это именно за акция протеста, что вообще происходит. Если дадите немного контекста, я вам буду благодарен. Вот я и добрался до места, откуда получаются самые открыточные виды. То есть как будто открытка, знаете, потому что здесь Биг Бен, дворец, Темза. Красиво. Красиво. Ну что ж, кажется, что это самое лучшее место, чтобы ответить на главный вопрос. Почему же Лондон все-таки не столица Great Britain? Да? Почему London is the capital of Great Britain? Это не совсем корректно. Дело в том, что Great Britain – это остров. И у острова как бы нет столицы, потому что это географический термин. А Лондон – это столица Англии или Соединенного Королевства. Поэтому правильнее было бы сказать, что London is the capital of England или the United Kingdom. Но в русском языке когда мы говорим Великобритания, мы часто имеем в виду Соединенное Королевство, потому что Соединенное Королевство мы говорим достаточно редко. Поэтому мы говорим Великобритания по-русски. В общем, вот такая вот история. Я здесь стою, слушаю волынку, наслаждаюсь легким бризом, смотрю на Темзу, на мосты. И, к сожалению, в самом Лондоне я так, наверное, и не побываю. Если я правильно понимаю, он находится вот там, ну, сам City of London. То есть тот Лондон, который вот исторически как бы Лондон. А это все большой Лондон, который тоже Лондон. Но это ладно, это все не так важно. Я все-таки не смог сдержаться, включил камеру. Я дошел до центра самого City of London, в самом центре. И, во-первых, я еще не дошел до Тауэра, но я обязательно дойду. Я уже, не знаю, 1,5 часа просто иду, и я не могу. Я отправляю Юле постоянно фотографии каждые 5 минут. Я просто не могу остановиться, потому что, ну, столько красивых зданий в одном месте я не видел, ну, то есть нигде и никогда просто. Ты идешь несколько часов, и просто постоянно какие-то соборы огромные, какие-то здания. Я не знаю, что это все за здания, друзья, но просто вы посмотрите вокруг. Вы посмотрите вокруг. Если где-то и есть в мире центр, не знаю, просто мировой центр, то он, наверное, вот здесь. У меня такое ощущение. Просто, ну вот вы посмотрите, как это все выглядит. Честно, я просто не ожидал таких масштабов. Реально, я не был в городе таких масштабов. Я был в больших городах, в очень больших городах. Москва очень большая, но там достопримечательность, потом какие-то жилые районы, потом еще достопримечательность. А здесь просто музей под открытым небом на протяжении нескольких часов ходьбы. И не просто одна улица, как Невский проспект в Питере, а вот таких проспектов сотни. Ну, я не знаю, правда, я просто, ну, типа, я хоть уже и переполнился впечатлениями еще 3 часа назад, но я все равно не могу, я иду, и просто каждый раз я просто не могу поверить своим глазам, черт побери. Ну, у меня реально такое просто впервые в жизни, что ты просто идешь, и это просто неописуемо. Ну, то есть, я не знаю, здесь нужно жить несколько лет, чтобы, да, наверное, всю жизнь,
чтобы как-то вообще познакомиться с городом, узнать поподробнее. Ну, просто невероятно, просто невероятно. Короче, не знаю. Ладно. Переключаемся назад. Классно. Классно, когда у тебя сбываются мечты, я бы сказал. Но, честно говоря, у меня прям не было мечты. Как я уже говорил в предыдущем видео, я как-то никогда не думал, что я смогу побывать в Лондоне и вообще в Соединенном Королевстве. Как-то для меня это было, не знаю, слишком далеко куда-то, знаете, как будто вам вот в детстве, представляете, вам в детстве рассказывают про Марс. И вы такие, ну, Марс хорошо, Марс классно, да, он там красный, все прикольно, там. Вы знаете много про Марс, но вы никогда не думаете, что вы туда попадете. Может быть, какое-то странное сравнение для многих из вас, но вот почему-то у меня, я думаю, что у многих, наверное, в России такое же было ощущение в школе, когда мы сидели вот так за партами и слушали учителя, который рассказывал про аббатство, про дворец, про Лондон-Бридж, про все вот это. Было тоже ощущение, что это где-то далеко, и вообще, да, кто там, когда вообще побывает? Но нет, я здесь, и это прикольно. Может, и до Марса доберемся? Вроде не так он далеко. Ну, облака плохо видно. Ну, где-то он там или там. Прикольно было бы побывать на вот том колесе обозрения. Видите, вот это огромное, высокое колесо обозрения. Но я как представлю, какая там очередь, что надо 2 часа стоять, чтобы попасть туда наверх, и я, честно говоря, не хочу. Как-нибудь потом, в следующий раз. Вообще сложно снимать видео в таких городах, как Лондон, потому что здесь каждое здание – это произведение искусства, столько значимых зданий, каких-то памятников, монументов, всего просто огромное количество. И просто непонятно вообще, что снимать, что говорить. Ты теряешься, ты реально теряешься. Но я в этом видео хотел вам больше показать какие-то места, с которыми у меня была связь, которые мне хотелось увидеть и что-то почувствовать в этот момент. Немножко все осложняется еще тем, что у меня была очень насыщенная, тяжелая неделя. И вчерашний день был очень сильным эмоционально. Очень много эмоций, просто вот все. И сегодня, честно говоря, я просто сдулся, как шарик. Реально. Я переполнен эмоциями, и поэтому, наверное, это все на сегодня, друзья. Сейчас я просто пошатаюсь по городу, как пелось в известной песне «Walking through the city, looking up some pretty». Вот как-нибудь так похожу, без цели, куда глаза глядят. Хорошее есть выражение. Пойду туда, куда глаза глядят. Глаза глядят туда, пойду туда. Потом глаза будут глядеть туда, и я пойду туда. Без цели, без каких-то исторических справок, без какой-то исторической информации. Просто хочется еще погулять и насладиться моментом. Потому что завтра уже мне нужно будет лететь назад в Овьедо, в Испанию. Какая прекрасная жизнь. Ты в Лондоне, потом летишь в Испанию, а потом я полечу еще
в одно потрясающее место. Но об этом, друзья, в будущих видео. Если вы хотите изучать русский не с помощью дурацких учебников, которые программируют какие-то непонятные фразы, типа the capital of Great Britain, то присоединяйтесь к membership-программе, слушайте наши подкасты, смотрите наши видео, изучайте транскрипции. О, куранты бьют. Куранты бьют. Сколько сейчас? 12:45. Что ж, друзья, пишите ваши комментарии. Было ли у вас какое-то место, которое вы никогда не думали, что вы сможете посетить, но вы все-таки посетили? Мне будет интересно прочитать о вашем опыте. До встречи в следующем видео.